Я уже несколько раз говорил о том, что есть такой универсальный прием, который нам позволяет дать ответ гностикам, новым гностикам, старым гностикам, прежде всего модернистам, идеологам, представителям разных идеологий. И этот принцип – это знать предмет лучше противников. Сейчас вот я просто хочу привести примеры, что значит знать лучше противников. Предмет. Какой предмет? Ну, например, надо знать Гегеля и Шеллинга, понимать их лучше, чем их понимали славянофилы, чье представление о Гегеле, да, и о Шеллинге, оно было заведомо искаженным. То есть не надо думать, что если славянофилы не понимали учение церкви, да, и не принимали его во многих областях, да, то они понимали, значит, своих учителей типа Гегеля и Шеллинга. Этого ничего подобного и не было. Например, также надо знать Ницше лучше, чем Бердяев или Соловьев. Ну, если вообще вы собираетесь спорить с Соловьевым и Бердяевым. И на эту тему есть прекрасная книжка такого голландца Гриллерта «Что богоискатели находили в Ницше». И он там прекрасно показывает, что из первого поколения модернистов, да, и даже сам Соловьев, конечно, они совершенно не удосужились, за исключением, пожалуй, Льва VI, да, значит, никто не удосужился даже, в общем-то, понять, о чем учит Ницше. И они с ним спорили, они ему радовались, они им восхищались, да, они, значит, отрицали его, как-то с ним, значит, полемизировали, не понимая, чему учил Фридрих Ницше. Вот. Ну и, наконец, дальше, если так уж говорить, то надо знать славянофилов лучше, чем отец Павел Флоренский, хотя это, я прямо скажу, что достаточно затруднительно. Ну и в наше время надо, конечно, знать сочинения митрополита Антония Блюма лучше людей, которые им восхищаются, да, совершенно непонятно за что. И то же самое относится и к протерию Александру Шмеману. То есть надо знать его лучше, чем его почитатели.